Реально клюет? Так, ребята, я тут хотел сосисочек пожарить, а у меня клюет. О, вы видели, долбит? Ух ты, ребята, загибает. Ребята, по-моему, есть рыба. О, так, давай, не сходи. Вот она. Опа! Всем привет! Сегодня где-то в джунглях Таиланда будем ловить сама на донке. Взяли сердец куриных, взяли печени. Ну, буквально пару донок, ребят, ловим по-спортивному. Вот. Что из этого получится, смотрите дальше. Итак, чтобы смастерить оснастку на сама, нам понадобится леска. Подойдет обычная, в данном случае у меня 0,6 мм, разрывная нагрузка 22 килограмма. В этом озере реально есть крупная рыба, лучше подстраховаться. Далее, крючки. Так как ловим на животную насадку, ну, в частности, на печень, да, и на куриные сердечки, вот такие крючки. Здоровенные, ребят. Ну, даже можно еще больше, но, на мой взгляд, вот этих вполне себе достаточно. Вот, коротенькие такие крючки, чтобы в теле спрятать, я вот таким образом выбираю. Вот, видите? Вот такой здоровый крюкан. Нам потребуются вот такие вот здоровые вертлюжочки, да, то есть мы ими будем крепить поводки к нашему монтажу. И вот такие вот тоже довольно-таки приличные размеров карабины. Но карабины беру чуть послабже, чтобы на всякий случай, если что, груз оторвался, а оснастка осталась. Но это не точно. Потому что резко повреждается, и она, как правило, в итоге рвется. Но первый раз может спасти. Так, ну и какой-то инструмент, чтобы затягивать, да, все это дело. И здесь у меня специальный, получается, резак. Да, буду откусывать толстую леску, очень удобно. Поехали! Берем леску. Если у вас леска потолще или чуть потоньше, это не критично. Подойдет. Вот. Ну, на мой взгляд, 0,6 оптимально. Ну, для этих мест, по крайней мере. Надо отмотать примерно 2 метра. Ну, у меня уже зафиксировано, да, то есть у меня вот это вот 1 метр, 2 метра. Все, отрезаем. Далее складываем леску пополам. То есть заранее забегу вперед, у нас должна с вами получиться асимметричная петля. Вот, то есть асимметричная нужна для того, чтобы поклевка была, да, видна, если рыба потянет в любую сторону. То есть в этом преимущество данной оснастки, я вам очень ее рекомендую. Теперь обязательно, прежде чем вязать первые узлы, запустите карабинчик. Вот, потому что если не запустите, будет поздно. Вот, далее леска у нас пополам, да. И нужно, получается, выбрать, какой у нас будет ход лески, точнее ход грузика, да. То есть в целом вот на рывок рыбы вот примерно вот такого расстояния достаточно, да, поэтому мы сейчас с вами вот здесь вот сверху вот так вот поближе покажем. Вот так вот сверху зафиксируем петельку, за нее мы будем цеплять основную леску. Ставим палец, вот так вот делаем оборот, это называется восьмерочка. И вставляем как петля в петлю, обязательно мочим. Вот у нас с вами получился вот такой вот надежный узел. Далее, в чем состоит принцип асимметричной петли? В том, что получается на вот этом монтаже один отрезок лески длиннее, чем другой. Мы его вот так вот вытягиваем, да, и смысл в том, что вот если вы посмотрите поближе, да, у нас получается отвод будет выглядеть вот таким вот образом. Вот сюда в бок будет уходить отвод с поводком, да, а вниз будет крепиться грузик. Вот, и поэтому в какую сторону рыба бы не потянула, да, то есть все равно леска будет легко перемещаться, да, по вертлюжку, и мы увидим поклевку. Так, далее мы с вами, получается, вот такой отвод сделали, да, теперь его надо зафиксировать. То есть точно так же берем, складываем пополам, вставляем палец, делаем один оборот и пропускаем уже вот двойную леску, которая пойдет на отвод. Обязательно мочим, иначе леска перегорит и в этом месте будет, к сожалению, обрыв. Так, есть.
у нас получилась вот такая штука. Вот видите, уже леска убегает в бок. Но теперь нам из этой двойной лески надо сделать скрутку. Так, делаем скрутку. А для этого проще всего один конец лески зафиксировать в зубах. Беру конец покороче. А второй набрасывайте вот так сверху. Набрасывайте, набрасывайте. По-разному делают, но мне удобнее вот так вот. Хорошо это, конечно, делать, ребят, дома перед телеком. Вот. Видите? Покажи поближе. Вот такая получается скруточка. Вот. И после того, как мы ее до конца докрутим, также сделаем узел восьмерочку. Наша скрутка готова. У меня получилось сантиметров где-то 20, ну, может, чуть больше, да, там 23. Вот. Этого вполне достаточно. А теперь надо обязательно также восьмерочкой, да, зафиксировать нашу скрутку на конце, чтобы она не развязалась. Аккуратненько это делаем. Также смачиваем. Все, и затягиваем. Вот такая обалденная скрутка. Все. Основная часть у нас готова. Осталось привязать вертлюжок. Вот, видите, какой получился классный отвод? Да, вот эта скрутка, она получается из двойной лески. Она, в принципе, уже не будет обматываться вокруг грузика. А если даже будет, в целом это не критично. Вот, потому что все равно поклевку вы увидите. Сюда груз, сюда будет поводок. Вот. Самое важное, когда делаете скрутку, оставьте обязательно запас лески, для того, чтобы вы могли спокойненько привязать сюда вертлюжок. Так, теперь надо привязать вертлюжочек, да, к вертлюжку уже потом пойдет поводок. Ну, как обычно, вертлюжок продеваем. Далее я вот всегда вот так ставлю палец. Раз, два, три, 4, 5. Леска толстая, больше 5 оборотов, на мой взгляд, делать не стоит. Потом, вот где палец, да, вот эта петля, конец лески возвращаем. И в образовавшуюся петлю еще раз возвращаем. Все, опять-таки мочим и затягиваем. Так. Вот такой получился классный узелок. Ну и понятное дело, все лишнее отрезаем. Миллиметров 20 обязательно оставляйте. Вот. А вот этот вот второй конец лески тоже отрезаем. Ну, тоже можно чуть-чуть запас оставить. Все, оснастка готова, вяжем поводок. Так, теперь вяжем крючок. Продеваем леску в ушко крючка. Если бы ушка бы не было, не проблема. Можно было просто пополам так сложить леску, да, и наложить на крюкан. Но у нас ушко есть, мы его используем. Так, леску вот так вот складываем, да, здесь петлю. И делаем порядка 6-8 оборотов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, монолеска, она хорошо держит узел, затянутый узел, поэтому много не надо. Так, подзатянем, смочим. Теперь применим наш инструмент. Что крючок надо, ребята, затягивать нормально, потому что на него первичная нагрузка. Так, и лишнее мы откусываем. Готово. Поводок рекомендую делать сантиметров 80. То есть вот у меня получается метр, да, 20 сантиметров возвращаем. Вот, и вот здесь петельку. Можно делать длиннее. Вот. Можно делать короче, но если сделать длиннее, будет неудобно забрасывать, если особенно на берегу, как камни, всякие коряги торчат. Мы сейчас вообще, по сути, находимся на дне обмелевшего озера. Поэтому очень длинный просто неудобно. А если будет слишком короткий, то сом просто не будет успевать засасывать, да, вашу наживку, особенно если она крупная. Да, а у вас уже на удилище будет серьезная поклевка, вы будете подсекать и постоянно ему как бы, ну, в холостую, да, то есть слегка его подцепите, он сойдет, да, но это в лучшем случае. Вот, поэтому сантиметров 80, на мой взгляд, это оптимальный вариант. Здесь мы, получается, кусок лески отрезаем. И вот сюда вот точно таким же узлом, да, как мы привязывали вот здесь вот вертлюжок, точно таким же узлом привязываем уже поводок. Все, оснастка готова, можно идти рыбачить. Вот так выглядит готовый монтаж. Петля для крепления,
основной лески. Дальше бегающий груз. Далее скрутка. Вертлюжок для крепления, ну и чтобы не перекручивал заодно поводок. И 8 сантиметров поводка вот с таким вот здоровенным крючком, ребят. Погнали рыбачить. Стал переносить приманки вот таких вот гермосумочках. Прикольно, на 2 литра всего. Ну, собственно, места достаточно для того, чтобы сюда все запихнуть. Вот, зато теперь не страшно, что печеночка в рюкзаке разольется. Вот, или рассыпятся куриные сердца. Стас поставил донку на печень, а я попробую на сердечки куриные. Вот так вот пару сердец. Так вот, раз. И два. Вот для этого нужен такой здоровый крючок, чтобы жало выходило. Все. Вот это вот в воду. Вот на таком озере сегодня рыбачим. Душевненько здесь, ребят. Вообще красотища. И никого. Сейчас зашвырну. Вон туда он. Ближе к середине. Не знаю, куда, конечно, долетит. Ветер немного боковой. Так, по диагонали. Вот. Но, ребят, я здесь вот наблюдал. Такие прям хорошие монстрилы плескались. Не знаю, честное слово, будут клевать или нет. Вот, потому что рыба, конечно, капризная. По идее, как бы сейчас сезон дождей. Вот. Смена, получается, климата, можно сказать, да, в Таиланде. Вот. Какие-то перебои, конечно, присутствуют. Но будем надеяться, что что-нибудь да проклюнется. Подождем вечерочка, возможно, в темноте подойдет. Все, 2 палки зарядили. Стас клевала и перестала. Вот, но решили еще немножечко пока оставить. Вот, подождем. Сейчас ждем заката. Вот, солнце за холм потихонечку заходит. Сейчас пока сосисочки пожарим, посидим, отдохнем. Вот, а ближе к ночи будем уже ждать что-то посерьезнее. Решил вам показать местечко, где мы рыбачим. Вот это вот, все это дно озера. Оно сейчас пересохло, вот, начались дожди. Представляете, вот здесь вот раньше была просто глина. А сейчас она вся поросла вот такой вот классной травкой. Прям такой, знаете, обалденный ковер. Вот, хочется на нем даже поваляться. Вот, и вот торчат вот такой вот, такие деревца, такой чистокол. Здесь вот, конечно, наверняка, когда вода поднимается, тусит змееголов. Я сейчас, представляете, иду как будто по донному лесу. Обалденно. Вот мы теперь знаем, что когда вода поднимется, да, можно сюда прийти и порыбачить змееголову. Но я уверен, что он вот здесь вот будет обязательно прятаться. Вон там, смотрите, какие завалы. Место, конечно, очень классное. Ну, а мы пока вон там вот слева Станислав, справа Никита. Никита пробует на змееголова. Сейчас пойдет ходить гулять по берегу, а мы со Стасом на берегу присядем, сосисочки с беконом пожарим, в общем, кайфанем. Вот. И вот здесь вот такой вот классный островок. Он, скорее всего, полностью не заливается, но, наверное, частично как-то. Вот. И вот можно сюда переплывать. Вот. И здесь, наверное, даже ночевать. Ну, не знаю, посмотрим в будущем. Место, одним словом, очень-очень интересное. Попытаюсь вам показать. Кто-то приплыл и периодически подергивает на печень. Ну давай, долбани еще разок. Давай, дергай. О, видели? Видели? Мне кажется, еще что-нибудь сказать. Ну-ка. Ну-ка, давай еще. И вот так вот, представляете, ну уже, наверное, минуту, да, дергает? Ну уже больше минуты, потому что только на камере уже минут. А зажирать не хочет, вы представляете? И вот так вот нас мучает уже получается 3-ю минуту. Вообще бомба. Ну прикольно, это, конечно, уже поднимает настроение. Ребят, все, я тоже буду забрасывать. Ну вот, возможно, реально рыба подошла.
Настало время. Клюет? Реально клюет? Так, ребята, я тут хотел сосисочек пожарить, а у меня клюет на куриные сердца. Там сейчас одно сердце. О, вы видели, долбит? Видели? Вау. Ну-ка. Ну-ка, давай. Ну давай, зажри нормально. Слушай, на сердца тоже клюет, да? Прикольно. Ну, давай. Ух ты, ребята, загибает. Но подсекать рано. Там, видимо, какая-то мелочь. Но это не точно. Честно, искренне непонятно, кто вот там вот такой прям мелкий может жрать куриные сердца. Вы можете себе представить? Но азиатская рыба, она, конечно, реально она хищная по натуре своей. То есть, если даже это мирная рыба, она все равно, мне кажется, хищная. Прикольно. О, гнет. Вы видите эти поклевки? Вообще обалдеть. Ну-ка, проверю. Ребят, по-моему, есть рыба. Но это не точно. По-моему, кто-то дергался. Ребят, по-моему, есть рыба. О! Так, давай, не сходи. Вот она. Опа! Ребята, смотрите, с почином. Смотрите, змееголовчик. Хо-хо! Да, змееголов. А, ребят, как вам? Вот такой вот красавец. Смотрите, зажрал вообще крючок просто без проблем. Смотрите, какая пасть зубастая у него. А? Очень серьезная рыба. На самом деле, для его толщины тела, вот, у него пасть раскрывается, вот, ну как вот, по диаметру тела. Смотрите, какой красавец. Сейчас мы его, конечно же, отпустим. Ребят, ну красив. О! Красив, мощный вообще, еле удержишь. Опа! Сейчас, ребят, надо обязательно сделать фоточку с этим змееголовым. Ну, хотя ладно, этот мелкий, я думаю, можно и так отпустить. Но классный. Ребята, мы нашли новую клевую точку. В общем, будем ее разлавливать. У нас со Станиславом еще есть идея, да? То есть, если мы захотим улучшить клев, можно на маленьком покрафте выплывать на центр, завозить туда приманки, оснастки и эту точку кормить. Там маркериться, поплавок такой вешать, чтобы мы знали, где эта точка. И каждый раз приходить, туда ее кормить, и будем ловить здоровую рыбу. Вау! Вообще. Так, давайте этого товарища отпускать. Но на самом деле он очень живучий, ему ничего не будет. Все, давай, дружище, давай. Стас, а давай мы его покормим. Дай ему сердечко. Ну, первая рыба. Да, первая рыба сегодня. Давай, дружище. Ну, давай, открывай сам. Давай, открой ротик. Давай. Аккуратно только. На тело. Ну, вот так пойдет. Сейчас, ребят. Мне кажется, не отпустят. Вот. Вы слышали, как он хлопает прям пастью? Обалдеть. Блин, смотрите, все, он прям взял нашу вкусняшечку. И сейчас так и уплывет с ней. Все, давай, дружище. Давай. Спасибо тебе большое за поклевку. Давай. Все, пока-пока. Вообще, класс, ребят, продолжаем. Ребят, ну, в общем, вы змееголова видели. Честно говоря, я решил сосисочки отложить немного в сторонку. Сейчас еще раз закину и буду за этим делом пристально следить. Вообще, класс, рыбалка. Мы рассчитывали на сама, поймали змееголову, но так гораздо даже интереснее. Смотрите дальше. Да, ребят, и не забудьте про акцию. Еще раз напомню, как только канал наберет 1000 подписчиков, я среди них разыграю 10 тысяч рублей. Вот. Соответственно, обязательно нужно быть подписанным, иначе вы просто не сможете поучаствовать в этом конкурсе. И обязательно смотрите ролики, потому что в одном из них я объявлю победителя. Возвращаюсь в своей полевой кухне. Как говорится, рыбалка рыбалкой, а поесть тоже надо. Так, вот у меня тут сковородочка. Ребят, обалденную вообще горелку купил. У нее тут еще, видите, есть
переходник, то есть на все виды баллонов. Вот я использую сейчас такой накручивающийся, вот, но если бы у меня был бы такой длинный баллон, то я бы вот так вот их прикрутил друг к другу и использовал другую насадку. Вообще просто вид. Так. И она очень удобно вот так вот широко раскрывается. Раз. И ветром с нее сковородку не сдувает. Вещь. Баллон сегодня взял здоровый. Маленький уже заканчивался, у нас остался один. У нас 3 человека, сосисок много, поэтому решил не мелочиться. Все. Комплект для готовки сосисок в беконе готов. Маленькая ремарка. Так как жарим сосиски в беконе, то из бекона немного уже выйдет жира. Поэтому много масла лить не надо. Че, клюет? Ребят, чуть-чуть вот так вот маслечко. Вот так вот берем бекончик. Берем сосисочку. Сосиски купил в натуральной оболочке, поэтому чистить не надо. Удобно. И вот так вот, не жалеючи, бекон наматываем на сосисочку, ребят. И все, и можно сразу ее на сковородку. Стас говорит, опять клюет. В общем, хрен я так сосиски пожарю. Но я должен это сделать. Опа! Ну-ка. Не, ребят. Холостая, поторопился. Ладно. Сейчас переброшу. И пойду сосиски дожарю. Я переставил горелочку за камни. Здесь не так сильно дует. И огонь более-менее равномерно распределяется. А то часть сосисок горит, а часть сырая. Так, конечно, не приготовишь. А так обалденно. Скворчат родненькие, а? Сейчас перекусим. Как раз сосисок на 2 таких закладочки. Там по штуке 3-4 каждому. Я думаю, достанется. Сейчас пока сосиски готовятся, порежу помидорки. Сейчас еще перчик надо рубануть. И вообще будет великолепно. Сейчас еще, я думаю, чаечку успеем сделать. Я взял с собой лесных трав, имбиря. В общем, сейчас кайфанем. Так, я пока заложил следующую партию сосисок. Надо проверить, что у меня тут с наживкой. Вот интересный факт. Смотрите, вот чуть правее швырнули, там уже нет такой бровки. А вот если прям вперед, то там прям брова такая, что мама не горюй. Вон там Стас даже оснастку оторвал. Так. Еще могли по дороге нахватать. Ну, что-то пообгрызали, конечно, но не критично, но лучше поменять на свежак. Я, кстати, старые не рекомендую выбрасывать, сердца. Их вот так вот вместе со всеми кидаете. Вот свеженько берете. Ну, как говорится, вдруг под ночь сейчас как начнется клев. Тогда и на старые клевать будет, правильно? Лучше приманку, наживку сохранить. И вот так вот сердечко просаживаете. Все. И оно с крючка, видите, никуда не денется. Тут жало здоровое. Оно хорошо держит. Еще хорошо через какую-нибудь жилочку вывести. Вообще класс. Вот. И крючок обязательно оставляйте открытым. Потому что рыба, ну, так гораздо лучше сечется. Вот. А тому же змееголову самому, им в целом по барабану. Хотя говорят, конечно, что сом боится металла и так далее. Ну, на практике он зажирает и без проблем. Так, бросаем. Бросаю прям перпендикулярно берегу, ребят, чтобы получалось максимально далеко. Видимо, в этом таится мой секрет. Потому что я вам так по секрету скажу, у меня клюет немного лучше. Стас, ничего личного. Стас сидит, ржет, что я тут хожу, выеживаюсь. Поймал одну рыбу. Ничего. Зато какую, ребята. Змееголов — это не шуточки. Так, сейчас подтянем. И побегу я, ребят, сосисками дальше заниматься. Сосиски тоже важная штука. Я сосиски уже, кстати, давным-давно не ел. Потому что нормальные сосиски найти на Пхукете — это целая проблема. А тут, представляете, я нашел с сыром в натуральной оболочке. Вообще бомба. Какая красота. О, смотрите, зарумяниваются красавчики.
Вообще просто класс. Просто класс, ребят. Ну, сковородку, конечно, надо побольше, если на троих. Это факт. Но вот если 1-2 человека, то вот такой вот моллюски вполне достаточно. Ребята, было 2 рывка. Я вот сейчас включил камеру. Жду 3-го. Ну. Блин, у меня там сосиски горят. Так, ну ладно, я сейчас колокольчик хотя бы повесил, уже не пропустим. Ребят, ну вот поддалбливает и поддалбливает, не знаю, что делать. Ну, наверное, сейчас подсекать буду, потому что ну уже прям так постоянно, ритмично. Такое ощущение, что просто подплывает и пытается отожрать кусок. Вот. А у меня же там сердечко-то по-хитрому насажено. Там через все сердце крючок идет. Оторвать не так просто. Вообще непонятно, что происходит. Я вот только-только закинул, но не может так змееголов клевать. Ну, представьте, реально, вот я только закинул, только груз упал, я подтянул леску, у меня уже поклевки пошли. Ребят, вам приятного аппетита. Я наконец-то ем свои долгожданные сосиски в беконе. Вот, у нас потихонечку вечереет. Никита пошел тут заливчик попробовать на змееголова. Мы сейчас чайку еще попьем. У нас есть какой-то странный, я тут купил местный хлеб, не знаю, то ли он с шоколадом, то ли с какой-то подливкой. Ну, сейчас мы попробуем, я вам расскажу. Ну, нутеллы взял на всякий случай помазать. Сейчас, в общем, перекусим, фонарики врубаем и надеемся, что ночью кто-нибудь еще проклюнется. Ваше здоровье. Ребят, тут, как обычно, я собрался чайку попить, и у Стаса Рыбина не видно нифига. Нет, что-то не очень большое. Давай, давай, тащи, ты, главное, не отвлекайся. Ну-ка, ну-ка, кто там? Ой, Соник. О, ребят, мы стали кидать под вечер ближе к берегу. Смотрите, сомик подошел, обалденный. Вот кто пытается съесть ваши приманки. Походу, да. Да-да-да. Ну, такая тема. Смотрите, какие у меня усы здоровенные. Усов, кстати, больше, чем у нашего сама. Видимо, вот этот вот ночной товарищ совсем. Наш-то ночной. Вот. А этот, представляете, как ориентируется в грязной азиатской воде. Хотя вода чистая, Нормально кстати. охарактеризовал. Да. Ну, я не имел ничего плохого в виду, вот, само собой. Но такой, смотрите, красавчик. Вода. Я поздравляю тебя, молодец. Первая рыба. Так, ну у меня там тоже потюкивает. Вот. Ну ладно, сейчас дождусь, когда, собственно, у меня закончится чай. Буду перебрасывать. Ох ты же, блин, слушай, он это... Да, кстати, хорошая стратегия работает. Что днем, получается, у нас поклевки были с дальней дистанции, а ближе к ночи рыба подходит к берегу, и мы стали подближе подбрасывать. Вот, и поклевки пошли чаще. Вот. Ну, видимо, много вот таких всяких мелких сомиков, поэтому клюют постоянно, а засасывают с трудом, надо ждать, вот, когда они захавают. Если не взяли с собой чистящие средства, то сковородку можно помыть песком. Смотрите, как получается. А огонь. Ребят, не знаю, вы увидите или нет. Сейчас Стас подойдет, тоже подсветит. Вон сомик стоит маленький. Представляете, он просто подплыл и встал вертикально вверх. Вы видите? Он в воде находится вертикально. Я такого никогда не наблюдал. Кстати, он, наверное, действительно таким образом кого-то поджидает, чтобы сверху с веточки кто-то упал, вот, и он его стрескает. Так что действительно рыба ночью подходит в берег, вот, поэтому надо кидать ближе к берегу. Вон он поплыл. Видите? Смотрите, плавает и вообще даже света не боится. Вообще им по барабану. Тут собачка прибежала, она испугалась нас. А у нас остался бекон. Сейчас мы вот так вот его разделим, чтобы она не подавилась. И вот здесь вот оставим. На камушке чистеньком. Пусть перекусит.